Привет всем! Многие слышали о методологии продаж Challenger, но как превратить эту мощную теорию в реально работающий механизм? Сегодня мы как раз и разберемся, как из концепции построить повторяемую, управляемую данными систему, которая приносит победы. Почти каждая компания внедряет какие-то передовые подходы к продажам. Но, если честно, всегда ли они работают так, как ожидалось? Приносят ли они стабильный результат? И вот тут и кроется главная загвоздка. Настоящий вызов — это не сама теория, а то, как заставить ее работать стабильно для всей команды в каждой сделке. Именно поэтому одного метода недостаточно. Нужна целая система. И сегодня мы по шагам разберем, как ее выстроить, интегрировав принципы Challenger прямо в воронку продаж и в вашу CRM-систему. Итак, давайте погрузимся в детали. Для начала нарисуем карту всего пути сделки от самого первого контакта и до победного финала. Мы проследим за сделкой через 6 понятных этапов. От поиска клиентов, первой встречи и демо, до финансового анализа, пилотного проекта и, наконец, переговоров. На каждом шаге мы посмотрим, какое ключевое действие нужно совершить и какие данные критически важно зафиксировать. Начнем с первой половины воронки. Здесь наша главная цель не столько продать, сколько научить клиента чему-то новому, пробудить в нем инсайт и адаптировать наше сообщение под его реальность. Все начинается с первого касания. И задача номер один здесь — не рассказать о продукте, а поделиться уникальной идеей. Тем самым рефреймом, который заставит клиента по-новому взглянуть на свой бизнес и свои проблемы. И вот тут же начинается ключевая дисциплина. Каждое действие должно немедленно отражаться в CRM. Донесли инсайт? Отлично. Сразу же ставим галочку в системе. Это не бюрократия, а фундамент нашей системы. Переходим к первой встрече. Здесь фокус смещается. Мы уже не просто учим, мы проводим диагностику организации клиента. И что самое важное, ищем нашего внутреннего чемпиона, двигателя или мобилайзера. Обратите внимание, что мы отслеживаем не просто факт встречи, а ее качество. Насколько хорошо зашел наш инсайт, нашли ли мы того самого двигателя. Это уже не просто учет активности, а настоящая аналитика. Дальше техническая демо. И это не должен быть просто скучный перечень всех функций продукта. Нет, демо должно быть острым и бить точно в цель. Укреплять тот самый инсайт, который мы дали в начале, и отвечать на технические вопросы именно в его контексте. И снова дисциплина. Провели демо? Отметили. Ответили на все технические вопросы? Зафиксировали. Так мы гарантируем, что техническая часть продажи не оторвана от нашей основной стратегической линии. Теперь переходим ко второй, решающей половине воронки. Здесь фокус смещается с обучения на взятие контроля. Все начинает вращаться вокруг финансового обоснования и доказательства реальной ценности нашего предложения. На этапе финансового анализа продавец должен взять инициативу. Его задача количественно оценить, во сколько клиенту обходится его проблема. Часто для этого используется техника рационального утопления, когда клиенту наглядно, в цифрах, показывают масштаб потерь от бездействия. Ключевой момент здесь — это переход от абстрактной проблемы к конкретной сумме в CRM. Поле цена бездействия должно быть заполнено. Именно это делает ценность сделки неоспоримой, в том числе и для финансового директора. И, наконец, финал. Пилотный проект и переговоры. Здесь все сводится к исполнению. Доказываем нашу ценность на практике, фиксируем успешные результаты и вместе с нашим двигателем доводим сделку до логического завершения, закрытия. Итак, мы прошли всю воронку, а теперь давайте поднимемся на уровень выше и посмотрим, как можно быстро оценить здоровье любой сделки. Для этого существует 7 ключевых полей, которые работают как настоящий чекап. Да, всего 7 полей в CRM, но если их использовать последовательно, они дают руководителю продаж мгновенное понимание, жива ли сделка и каковы ее шансы на успех. Это как медицинская карта для каждой возможности. И вот они, эти 7 полей. Здесь вся суть методологии. Донесли ли мы инсайт, как на него отреагировали, кто наш чемпион, сколько стоит бездействие. По сути, это вся история сделки Challenger, упакованная в простой и понятный набор данных. А вот так это выглядит в реальности. Слева — здоровая сделка. Все поля заполнены, история понятна. Справа — сделка в зоне риска. Пустые поля буквально кричат о проблемах. Инсайт не донесен, чемпиона нет, ценность не посчитана. Пробелы в CRM — это огромные красные флаги.
Так к чему все это? Какой главный вывод? А он в том, что эта система нужна не для отчетов и контроля, она нужна для того, чтобы полностью трансформировать коучинг в продажах. Настоящая сила этой системы в том, что она позволяет руководителям перестать задавать общий вопрос «ну как там сделка?». Вместо этого они могут открывать CRM и давать конкретные, основанные на данных советы по сделкам, которые застопорились. Такой подход превращает CRM из простой базы данных в стратегический инструмент. Он помогает диагностировать проблемы на ранних стадиях и реально повышать эффективность команды. И в конечном счете главный вопрос вот в чем. CRM-система — это просто склад информации, куда продавцы нехотя что-то заносят, или это активный помощник, второй пилот, который помогает выигрывать сделки? Внедряя такой системный подход, можно превратить ее из обузы в настоящее конкурентное преимущество.